Вот я ее подвела сюда, открыла окно, и вот тут вот наверху стоял фиксатор. Створка вот так откидывалась, чтобы я проветривала лоджию. Они его открутили и убрали. Все, а дальше не идет. Она вниз хорошо должна опуститься. Мошенников, которые обманули около 40 пенсионеров, задержали на их рабочем месте. Менеджеры компании обзванивали пожилых людей и предлагали им провести бесплатную диагностику пластиковых окон. Когда те соглашались, на место выезжали лжемастера. Они осматривали оконную конструкцию и сообщали о необходимости замены фурнитуры, либо установки дополнительных элементов. Что у вас? Я говорю, вот так. И она даже не знает, что такое фиксатор открывания створки. Договор. Подпишите договор. Ну, я посмотрела, без очков еще плохо вижу, но я глянула. Договор чистый, как вот образец, который вешается на стендах. Ну, чистый я и подписала. Пока она пила, я очки искала, взяла в договор. Мать моя родная, а там 60 600 от руки дописаны. Стоимость предлагаемых материалов была завышена более чем в 10 раз, а успешным сотрудникам вручали благодарственные письма и грамоты, в которых была указана сумма их прибыли. Там было 7 или 8 благодарностей именно на ваше имя. Суммы варьировались разные, от 400 плюс до 1 070 000 за несколько месяцев. Вы становились лидером продаж. Как вы объясните? Я не буду это объяснять. На пожилых людях мошенники заработали около 1,5 миллиона рублей. С целью придания законности своим действиям участники группы заключали с гражданами договоры, в которых указывали непроведенные в действительности работы. Помимо этого, они скрытно производили аудио и видеозаписи встреч, которые подтверждали якобы добровольный характер сделок. Задержаны 16 человек. 4 заключены под стражу, 2 под домашним арестом. Остальные находятся под подпиской о невыезде.